Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем через подсказки карт, как карты видят события ближайших дней. У нас сегодня две колоды. Первая колода – Таро поддержки патронажа ангелов. И вторая тоже об ангелах. Это колода оракульных карт. Вот мы как раз совет с вами и спросим, и раскроем эту карту в самом конце. Будем, конечно, реалистами, всегда говорю об этом, потому что любой расклад не расскажет, увы, о личной истории каждого из вас, о том, что вы чувствуете, мои дорогие стрельцы, о том, что в вашей жизни происходит. Все же карты Таро больше для нас как друг. Или, к примеру, жизнь ведь наша не бывает полностью предсказуема. И если мы допустим, что, ну да, я вот вроде как все распланировал, а ну бац тебе, и что-то идет наперекосяк, что я буду делать? Ну вот, наверное, расклады наши, они могут как раз и помочь где-то так вот просчитать на пару шагов вперед и действительно себе задать вопрос. Мои действия, если действительно какая-то ситуация выходит из-под контроля. Я оставлю ссылки в описании под видео в инфобоксе на мой сайт. У меня на сайте гороскопы именно планетарные есть. Есть и разные статьи, есть статьи по психологии. И на плейлисты в YouTube я тоже оставлю ссылки. Переходите, читайте, смотрите. И я надеюсь, тоже какие-то подсказки вы получите. Мы идем вперед. Первая карта, что важно знать. Или какие энергии наиболее предпочтительны, а возможно, чем придется заниматься. Чего не избежать или возможные неожиданности. Чему сейчас не время? Что вам может помешать? А что же вам будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Возможно, вы чему-то не придаете значения, внимания, или кто-то что-то скрывает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. И здесь и учеба, и документы, все то, что рационализма касается. Энергия денег и личная жизнь. И на оракульной колоде давайте достанем карту совет. Что же посоветуют стрельцам карты Дорин Верчи? И в конце откроем. Что же важно для вас знать? Ух ты! Вот в этой колоде карт, посмотрите, нулевой аркан, если мы его называем шут. А здесь мечтатель. И это здорово, потому что мечта – это начало как основа всего. И пусть вокруг тысячи неопределенностей или еще царит какой-то хаос, может быть и так. Но самое главное – выбрать мысль правильного направления, с чем-то вам определиться, позволить себе мечту, мои дорогие стрельцы. Не зацикливаться на прошлом, ведь это нулевой аркан. И у нас в наше турбулентное время, ну, пожалуй, в какой бы вы меня стране мира не смотрели, на всех сейчас или для всех сейчас то время, когда мы понимаем, что перемены, может быть, мы их не планировали, они нам абсолютно не нужны. Но или события наших ближайших каких-то людей, окружения, социума, там что-то меняется, у родственников может меняться или у наших близких в семье. И эти события оказывают влияние на нашу жизнь тоже. А может быть, это те события, опять же, смотря в какой стране вы смотрите меня, которые вообще как обстоятельства меняются до бесконечности. Поэтому что-то вы не можете оставить без внимания, вам придется контролировать, но при этом вам нужно смотреть вперед. Вам не нужно постоянно оглядываться назад. Или, самое главное, словно оттолкнуться от какого-то шаблона. Или от своих прежних, может быть, взглядов. Позволить себе допустить просто-напросто, что мечты сбываются, потому что по этой карте идет инициатива и абсолютная вера в собственные силы. И в этой колоде карт поддержка ангелов. Девочка словно бежит за бабочкой. Да, она на краю, ну, такого, пусть обрыва нам не показывают высоту его, но словно ангел оберегает. И, по-видимому, на этой неделе для вас будет очень важно не ставить перед собой каких-то табу. Да, безусловно, осмотрительным быть стоит, мы уже об этом с вами сказали.
но и не стараться, словно, знаете, ну, где-то уйти в изоляцию. Нет, наоборот, какие-то контакты могут предусматриваться по этой карте. Или какой-то ваш новый проект, или то, что душа просит осуществить. Идите в этом направлении. Слушайте подсказки своего шестого чувства. Давайте посмотрим, какие же неожиданности. Еще один ребенок, и вот эта карта, она мне очень нравится. Так выглядит туз Земли. И если мы говорим обычно по тузу Земли, это у нас либо получение денег, если уж мы так вернемся в нашу материальную плоскость, или получение известия, например, какого-то, может быть, и неожиданного, но это чаще мы говорим начало чего-то. Да, начало на самом деле нам показывают карты. Но по этой карте это, знаете, первые шаги к процветанию. Нам показан мальчик. Обратите внимание, он стоит с книгой. И поэтому эта карта предусматривает какой-то процесс обучения, освоение новых навыков, каких-то впустить хотя бы в свою жизнь такую мысль, что а что, если я попробую найти себе вторичный заработок. К примеру, да, мы говорим о пентаклях, и вдруг у вас на повестке недели стоит какой-то финансовый вопрос. Поэтому тут самые разные варианты ваших возможностей как раз могут прийти на этой неделе. Так вот, мальчик готов учиться. И вот эти знания он в последующем переложит в какую-то практику. Это может быть действительно как начало новой работы, вашей новой деятельности. Может быть, в наше технологичное цифровое время для кого-то из вас это будет именно какой-то труд ваш или какие-то ваши навыки, скиллы, которые вы приобретаете по интернет каким-то ресурсом, или, может быть, это IT какие-то технологии. У каждого по-разному, мои дорогие стрельцы, правда. К примеру, знаете, почему нужно идти всегда за своей мечтой? У меня есть такая, моей очень хорошей, доброй знакомой, мы вместе когда-то работали, девочка. Ну, не девочка, она уже молодая леди теперь. Так вот, в бытность того, когда она училась на биофаке в университете, она захотела углубиться в изучение английского языка. Она начала искать банально преподавателя, те, которые знают в совершенстве. В итоге, все равно, когда мы пишем в поисковик один запрос, Google выдал ей сразу все, если прозвучало слово «курсы». И вышло так, что искала она, будем говорить, типа курсы по английскому, а ей выдали курсы по программированию. Она начала с Python, и на сегодняшний день она очень успешный и востребованный специалист. Вот, понимаете, даже бывает, ну вот какая-то подсказка, вам ее важно рассмотреть. Потому что нулевой аркан – это какая-то инициатива. Я, к примеру, рассказала этот вариант. У меня таких много, самых разных случаев в моей жизни, когда меня сталкивали с людьми творческими или с теми людьми, которые как раз допускают альтернативный вариант развития событий. И в последующем это вылилось во что-то совершенно прекрасное и чудесное. И не останавливайте себя. Почему я сказала, не оглядывайтесь на какой-то шаблон. Ведь по этой карте в неожиданностях как раз и процветание, изобилие, сама по себе возможность и ресурсы, которые, да, начинаются с первых шагов. Тут не неожиданность, а какая-то возможность к вам приходит, мои дорогие стрельцы. Чему сейчас не время? Ну, тут вы что-то не отмените, это уже точно. Ускорять события в каком плане? Если вы куда-то собирались переезжать, то говорить, вот я теперь поеду только в эту местность, а в другую я не поеду. Или говорить, я буду заниматься только этим делом, а это вот точно не мое, я вот в этом уверен. А безапелляционно что-то заявлять, вот этому не время. Потому что карта колесницы – это старший аркан. И опять же нам говорят, что ты сейчас как на пороге перемен. Да, карта добавляет, не время оглядываться назад. Но может быть в позиции, чему сейчас не время, есть какой-то ваш опыт, который вы не должны, к примеру, повторить. Или куда-то ускорять искусственно события. У вас и так вам будет жить не скучно на этой неделе, так точно. И я даже более того скажу. Любой старший аркан проигрывается недели 3. Поэтому это какое-то дело, интерес или развитие событий, может быть, начинается с одной новости, предложения, которое, я бы сказала, нужно рассмотреть как минимум, но не отказаться. Не проскакать, словно не проехать, не промчаться, как вот на этой колеснице,
не подумав, что а вдруг мне это может пригодиться. Здесь на что-то нужно заострить внимание. Именно не проехать мимо своих каких-то возможностей, мои дорогие. Ведь это сила желания. Сила желания, конечно, тоже ее нужно корректировать, чтобы она не затмила все и вся. Поэтому быть реалистом определенно стоит. И карта сама по себе в этом аркане еще и карта победы. Поэтому карта нам о чем говорит? Это не будет какая-то быстрая победа. Может быть, поэтому нам показаны дети. Потому как какой-то путь вам еще придется пройти. Навыки развить, умение какое-то свое тоже, организовать жизнь по-новому. Быстро что-то не будет. Поэтому ты не настраивайся на быстрый успех. Но он у тебя определенно состоится. Что вам будет помогать? Когда вы что-то вдумчиво, к примеру, изучаете или рассматриваете новые варианты, как заработать деньги. Самые разные. У кого-то это может быть через повышение должности, именно по вашей профессии. Или, к примеру, вашу профессию переложить, если вы действительно эксперт, вы специалист. Вы можете о себе заявить, добавить себе популярности, может быть, посредством интернета. Рассмотреть, как я могу применить свою профессию для того, чтобы было больше денег, вот элементарно. Или каким образом могу заработать своей профессией. Ежели нет, то тогда мы можем рассматривать что-то другое. Денежный вопрос где-то повторяет нам карта и вторит тузу Пентакли или тузу Земли. Король Земли или король Пентакли – это большой консерватор. И здесь, вот смотрите, вам помогает, безусловно, определенный консерватизм, но это лишь в том контексте, когда в трудную минуту у нас есть, ну, скажем так, заначка или какая-то сумма, которая нам может, ну, помочь какое-то время, к примеру, когда мы что-то изучаем, обучаемся. И, ну, напрямую, когда мы не зарабатываем деньги, а вынуждены именно взять своеобразную, ну, паузу именно на процесс обучения, то тогда эти деньги, понятно, кстати. То есть контролировать, опять же, финансовые поступления. Но, с другой стороны, если консерватизм это в каком-то контексте играет для вас плюс, то по части вдохновения у короля Пентаклей сложновато, потому как ему этот же консерватизм мешает. Так вот, вам вот эта вторая часть этой карты, вдохновение, не должна мешать. Тут как раз вдохновиться чем-то и переложить на более материальные рельсы. Богатство доступно, возможности доступны. Это может быть кто помогает, ваш близкий человек. У кого-то буквально супруг, может быть даже супруга. Мы не рассматриваем по полу карту. Но это символ надежных людей, добрых людей и реализации какого-то проекта. Когда все ведь зарождается в нашей ментальности, а потом мы перекладываем на практику. Вот это все вам помогает. Что скрыто? Вам придется, может быть, и к концу недели, или через какой-то период времени делать выбор. Вы пока как будто не видите, что вы можете. Для кого-то вот этот переезд, я сказала, да, вот я поеду именно в одно, например, направление. А может так как расстаться, что переезд у вас состоится, но с некоторой корректировкой. Потому что нам придется вроде как куда-то отправиться или делать выбор. Может быть, этот выбор вы, опять же, сейчас не видите. И карты, как подготовка, говорят вам, рассмотри как раз альтернативный вариант. Либо по работе, может быть, и по личной жизни, может быть, и по обучению. Или откуда к тебе приходят финансы. Так вот, этот выбор, он все равно встанет. И вам придется его делать. И по восьмерке воды мы как будто... Или, если нужно, Соломоново решение принимаем, или с чем-то определяемся. Здесь словно ангел выходит вам навстречу. Поэтому, если у нас вверху нулевой аркан, мечтатель, вы действительно какую-то свою мечту можете воплотить в жизнь. Понятно, что она сама не сбывается. Для этого нужно какой-то путь пройти. Буквально от начала нулевой аркан, потом туз, это всегда единица. И нам карты говорят, не убыстряй, победа будет, но не так скоро. И переводи свои, ну, планы, проекты, цели. Начинай, по сути дела. Или переводи в практичную плоскость, в реализацию. И в последующем у тебя будет какой-то очень, ну, я бы сказала, блестящий, удачный выбор. Что-то у вас
ну, как будто сам по себе выбор даже. Ведь для кого-то, я допускаю, может быть и патовая ситуация, когда я не вижу выхода из моего теперешнего положения. Так вот, вы его найдете. Поэтому не отказывайтесь, как будто выход внутри вас самих. Дела, работа, бизнес, учеба. Нам повторяют карты все то, что я до этого момента сказала. Паж Земли. И это состояние радости. И у нас держит молодой человек конверт. Поэтому это могут быть какие-то известия, важные бумаги, документы. И мы смотрим, собственно, на документы. И кто из вас ждет каких-то согласований, подписаний как раз важных бумаг. Вы это получаете. Но опять же, готовность учиться. То есть не останавливаться, а идти дальше. У нас паж. И в этой колоде нам говорят, что уже практически все готово. То, что ты начинаешь, оно будет развиваться. Мои дорогие стрельцы, вам важно прочувствовать себя на этой неделе, чего же я хочу добиться. Куда зовет меня моя душа. И продумать, ну буквально, у вас король пентаклей выпадает, и это какой-то план, может быть план минимум, план максимум, да, это не есть какое-то, ну как структура, которая неизменная, нет, вы будете корректировать в связи с событиями разными, но хотя бы для себя выбрать направление совершенно необходимо или, по крайней мере, допустить, что вы можете заниматься каким-то другим трудом или освоить новую специальность, или быть счастливыми. И если прежняя личная история была грустная, значит, нужно продумать, как встретить человека. И у каждого по-своему будет проходить этот процесс. Если мы, к примеру, вот эти все карты, мы говорим о личной жизни, для кого-то это актуально. Понимаете, пока вы застреваете в прошлом, пока вы себе позволяете снова и снова вспоминать какую-то историю, и неважно, у кого-то эта история грустна, у кого-то эта история, может быть, как ваша жизнь была как раз счастливая, но создались обстоятельства, когда вы остались один или одна. В силу случая, в силу обстоятельств или чего-либо еще. Но опять же, на данный период времени, если вы находитесь вот в этом сольном варианте, то для вас, я, к примеру, могу сказать, карты напрямую советуют. Во-первых, выйди из какого-то замкнутого пространства, как из зоны ограничений, из своих каких-то табу, которые ты себе как забор сам, может быть, в сознании воздвиг. Начни путешествовать. И это не обязательно путешествовать за 3 моря. Может быть, просто в той местности, где вы проживаете, наверняка на что хватает у вас возможностей, позволить себе исследовать. Явно даже поблизости будут какие-то места, где вы точно не были. И даже это, вот сам по себе, как у Бродского, наверное, не выходи из комнаты. Так вот, наоборот, из этой комнаты нужно выйти. И он-то ведь аллегорически писал это стихотворение, но оно очень правдиво передает это настроение. Или для кого-то пойди на курсы, начни обучаться, или онлайн, осваивая, может быть, компьютер. Меня смотрят люди разных возрастов, поверьте. Я часто читаю, ой, я на пенсии, мне 60 лет, или мне там 70 лет, и все, жизнь остановилась, ничего не будет. Если вы себе скажете «ничего не будет», вот хотя бы эту фразу, вы себе отрезаете все возможности. Вот обучение какое-то, неважно какой у вас возраст, это вас и вдохновит, вам даст возможность быть в новой среде, в новом коллективе, общаться с новыми людьми. И это откроет, опять же, перспективы в любой сфере жизни. Надеюсь, вы меня понимаете. Финансы. Ну вот с финансами придется, видимо, тоже определяться. 2 мечей. Устранить какую-то путаницу, вам говорят. Вы не можете идти в 2 направлениях. Может быть, это вы где-то надеетесь на, ну, его величество случай. Или надеетесь, что как-то обстановка поменяется и для вас что-то изменится. А нам говорят, нет, тебе придется выбирать свой жизненный путь. И все то, что я где-то говорила по королю Пентакли, я уже не буду повторяться, именно эти энергии на финансы вам и будут помогать. Что же в личной жизни, давайте узнаем. И правда, 9 мечей или 9 воздуха, это всегда, знаете, как карта страшного сна, карта бессонницы, инсомния, но самое главное, открой глаза. Девушка просыпается, или у нас молодой человек на этой карте изображен.
Он боится открыть, буквально оторвать руки от лица, потому что ему кажется, сейчас будет продолжение сна. Пусть сон был очень страшен, но это всего лишь сон. Не выпадай из реальности. Вот о чем нам говорит карта. И то, что ты себе надумал, реальность она другая. Для тех, кто буквально страдает бессонницей, может быть, есть смысл обратиться либо к специалисту, либо, если эта бессонница непродолжительная, изменить образ жизни. Себе как минимум прогулок добавить, не смотреть, может, какие-то новости или какие-то страшные, там, к примеру, фильмы, какие-то сериалы. Вообще поменьше телевизора, я бы сказала. И поверьте, ваша жизнь без телевизора лучше книга или какие-то новые интересы совершенно, если добавить, она тоже неизбежно будет меняться. Вам нужно сконцентрироваться на том, вот что вы хотите, чего просит ваша душа. Чтобы не давлела какая-то, ну, может быть, как информационный фон, или не давлела чья-то точка зрения над вами. Выйти, по сути дела, из каких-то зон ограничений, которые в большинстве случаев вы себе создаете сами, потому что либо опираетесь на какие-то прошедшие события, либо себе говорите, нет, ничего хорошего не может быть, потому что по девятке мечей ведь нам говорят, у тебя прекрасное время, как раз вот все то, что я перечисляла по картам, но это может не состояться, если ты вот так, закрыв глаза, продолжишь, ну, как в прежнем шаблоне, пребывать, если ты буквально не переключишь себя самого или саму на какие-то новые направления, или не выйдешь из какой-то тоски или грусти, мои дорогие. Ведь бывает по девятке мечей, и вот эта глубокая философия, она основана чаще на каком-то событии, которое запало нам в душу. Событие уже прошло, ты это уже не вернешь, об этом нам тоже говорит карта. Твоя задача продолжать жить в моменте здесь и сейчас. Совет от карт. Тут действительно нужно поверить в самого себя, и карты говорят, если ты действительно веришь. И это очень символично всему тому, что я уже сказала. Поэтому вера в себя, как будто ее, мои дорогие стрельцы, может не хватать. Вы можете сомневаться в самом себе. Сомневаться вы можете в чем угодно. В событиях, которые вокруг вас. Вы можете сомневаться вплоть до того, что в своих близких. Вы можете сомневаться в том, что какая-то обстановка вокруг вас может быть стабильна. Вы можете сомневаться в каких-то новостях, в информации, в чем угодно, но не в себе. Давайте еще совет от карт. Но тут нужно принять какую-то потерю. Может быть, поэтому нам говорят, может у кого-то быть и потеря человека. У кого-то по работе изменения, как потеря работы, может быть и так. И тогда все то, что я говорила, будет для вас архиважно. Но это не значит, что мы где-то возвращаемся к тому, что делали, может быть, прежде. Или к тому, как действовали прежде. Потому что не нужно себя где-то травить, душу свою, вот этими воспоминаниями о том, к примеру, как было хорошо. Или о том времени, когда, ну, вы чувствовали себя более уверенно. Здесь какая-то перезагрузка у вас, мои дорогие стрельцы. И если вдруг действительно какое-то сложное событие, которое где-то может граничить как с личной жизнью, так и с финансами. Ну, финансы, понятно, это может перекликаться на сегодняшний день и с работой, или откуда к вам теперь будут приходить деньги. Поэтому так или иначе у вас задействованы словно все сферы жизни на этой неделе. Я понимаю, у каждого будет свой выбор или бездействие даже, я это допускаю. Но все карты вас настраивают на будущее, совершить какой-то переходный момент или позволить себе вдохновиться каким-то проектом, но не оглядываться назад. Именно поверить в самого себя. И тогда любая мечта, пусть не сразу, но у вас исполнится. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.